Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию расклад, который я назвала «С ним или без него». Это такой небольшой прогноз, который я предлагаю сделать максимум на 3 месяца, который позволит рассмотреть, как будут развиваться события, если вы будете в паре с загаданным человеком, либо вы не будете в отношениях в паре вот с загаданным вами человеком. Значит, я предлагаю 4 варианта. Мы рассмотрим 4 варианта. Загадывайте свою цифру, как обычно, от 1 до 4 включительно. И мы посмотрим, что же говорит нам оракул о перспективе ваших отношений вот на ближайшие 3 месяца. Хорошо, даю вам минутку. Данный расклад, в принципе, могут рассматривать и мужчины, и женщины. Хотя я здесь, вот видите, выставила карту мужчины, но мужчина тоже может смотреть этот расклад. Не буду делать отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Просто все мои слова, которые я адресую девочкам, пожалуйста, мальчики, адресуйте их, как бы переделывайте их и рассматривайте их, как будто бы я говорю для вашей девочки, для вашей женщины. Хорошо, значит, приступаем. Итак, цифра 1. Для всех тех, кто выбрал цифру 1, кто загадал цифру 1, первый вариант. Приступаем. Значит, что сейчас происходит с вашей энергией? Вот энергия взаимоотношений, энергия как бы вот партнерства, да, то есть насколько вы открыты сейчас вообще для отношений, либо не открыты для отношений, как вот оракул хочет нам описать то, что происходит сейчас с вами, именно в сфере взаимоотношений. Это первая карта. Значит, следующие 3 карты нам покажут, как бы, перспектива на 3 месяца. Если вы будете в отношениях с мужчиной, с загаданным мужчиной, да, если вы будете в отношениях с мужчиной, как будут развиваться отношения. И если вы не будете, вы решите не развивать отношения с загаданным мужчиной, как будет в течение 3 месяцев, что будет происходить, как бы вот, каков такой прогноз, да. И последнюю карту нам покажет оракул, небольшой совет в целом, вообще по ситуации, небольшой совет вам. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Значит, что сейчас происходит с вашей энергией? Для мужчин, если этот расклад смотрит мужчина, вы полны энергии, полны сил, вы сейчас как бы в топе, да, то есть энергия на максимум, вы довольны собой, вы импозантный, вы сильный, вы крутой, вы классный. Вот это состояние вашей энергии. С точки зрения партнерства это не совсем хорошо. То есть на партнерство сейчас вы не совсем настроены, если этот расклад сейчас смотрит мужчина. Не совсем настроены на партнерство, вы больше настроены сейчас на себя, на какие-то свои личные проявления, какие-то личные дела, может быть, какой-то бизнес, какие-то ваши личные дела, короче. Но на партнерство, честно говоря, вы сейчас не совсем настроены. То есть энергии для партнерства не совсем благоприятные. Ну, конечно, все можно изменить. Нужно, если вы хотите, то, конечно же, здесь можно включить этот пункт в программу, да. Но пока что вот энергии таковы, что вы немножко партнерство с женщиной, отношения как-то вы сейчас не совсем планируете. Так, пока что в вашем списке это не совсем есть. Но не забудьте, что это можно всегда внести. Хорошо. Если расклад смотрит женщина, то она настроена на отношения. Женщина сейчас настроена на отношения.
Женщина думает о мужчине, она притягивает мужчину, она думает о нем, она планирует, она как-то его себе рисует, малюет, заказывает, да, притягивает. То есть все ее, как бы, ее внутренняя энергетика настроена на поиск мужчины, да, то есть есть такое вот у Марины Сугробовой, вы знаете, такой очень, очень мощный экстрасенс, мощная колдунья, вот у нее есть такое выражение, как маячок привлекательности. Это вот я здесь могу сказать, что на вас, дорогая женщина, которая смотрит этот расклад, сейчас есть маячок привлекательности, вы сейчас настроены на то, чтобы привлечь нужного вам мужчину. Хорошо. Значит, нижний ряд карт покажет нам прогноз отношений на 3 месяца. Да, мы говорим, что этот прогноз на 3 месяца. На будущее, значит, если вы вступите в отношения с загаданным вам мужчиной, каким образом будут развиваться события, если вы решите вступить в отношения? Ну, могу сказать, что отношения будут, вы будете верховодить в этих отношениях, конечно же, от вас, все зависит от вас. Вы будете чувствовать себя счастливой, вы будете чувствовать, что рядом с вами необходимый вам человек, что вы в полной гармонии, что вы в отношениях будет все тепло, красиво, вам будет уютно в этих отношениях, но очень много фантазий, в принципе. Прогноз на 3 месяца, да? Много фантазий, много ваших мыслей, ну, скорее всего, потому что именно вы как бы являетесь инициатором этих отношений. Данная позиция для мужчин может означать то, что женщина во главе угла сейчас. Женщина сейчас во главе угла, от нее многое зависит, от нее как бы на ней все сейчас держится, но тем не менее отношения благоприятные, отношения гармоничные, полны чувства, полны симпатии. Возможно, это только зарождение отношений, но в любом, потому что много мыслей, много фантазий, много каких-то планов насчет этих отношений. Ну, в любом случае, такая вот благоприятная ситуация. Если вы сейчас решите все-таки не вступать в отношения с тем партнером, на которого вы загадали, если вы решите не вступать с ним в отношения, как будут развиваться события, вы будете себя плохо чувствовать. Да? То есть ситуация, конечно, не доставит вам радости, не принесет вам счастья. Вы будете чувствовать какие-то перемены в своей жизни. Вам будет все время хотеться куда-то двинуться, куда-то бежать, что-то делать. Да? В конце концов, вы замкнетесь в каком-то, поймете, что вы встали, уперлись в стену, как бы нет никакого развития, хотя казалось поначалу, что есть какое-то развитие, есть какая-то перспектива. Возможно, вы куда-то вам придется уехать, поэтому есть вариант того, что возможность того, что вы не будете развивать отношения с данным человеком, либо они как-то вот зависнут. Но в любом случае вам это не принесет радости, не принесет счастья. Вы замкнетесь в себе в 4 стенах, и как бы вот, по крайней мере, других партнеров здесь нет точно. И совет оракула, что ситуация сложная, ситуация полна, обратить внимание на какие-то внутренние ограничения, внутренние страхи. Возможно, вам кажется, что обстоятельства как-то против вас. Возможно, вам кажется, что вы не можете что-то решать в данной ситуации, хотя это не так. Мы всегда можем решать и влиять на ситуацию, ну, почти всегда. Да? Но в данном случае карта говорит о том, что да, внешние ограничения есть, но по сути, если мы применим какие-то свои специфические ходы, как-то мы захотим вложиться в эту ситуацию, то все можно изменить. Как поступить, решаете вы. Оракул вот так вот увидел данную ситуацию, данный первый вариант. Ну что, желаю вам удачи, желаю вам счастья, желаю вам, чтобы эти отношения принесли вам радость, либо не отсутствие этих отношений принесло вам радость, в любом случае, чтобы вы были счастливы. Как бы сейчас все не перекрутилось, как бы это все не развивалось. С вами была Елен. Смотрите следующие мои видео. Пишите свои комментарии.
как ситуация у вас проявляется, как она у вас проигрывается, насколько этот оракул ярко отражает ситуации, происходящие в вашей жизни. Я желаю вам счастья. И если вы загадали еще какие-то цифры, пожалуйста, смотрите их дальше. Мы идем дальше. Итак, дорогие друзья, у нас расклад с ним или без него, или с ней, или без нее. Да? Для всех тех, кто выбрал цифру 2, посмотрим, что нам хочет на этот раз рассказать оракул. Я напоминаю, что я провожу данный расклад на оракуле Сюзанны Кипер. Итак, что сейчас происходит в вашей жизни, насколько ваша энергия как бы настроена на партнерство, либо не настроена на партнерство, что сейчас вот главное как бы в сфере партнерства вот для вас, что хочет выделить оракул. Для вас главное сейчас партнерство, да, то есть вы много об этом думаете, вы много этого хотите, вы либо уже встретили человека, который вам нужен, который вы считаете, что он для вас важен, что он именно ваша вторая половинка, что он именно то, что вам нужно, чувствуете какую-то общность с этим человеком. Либо если вы еще не встретили человека, то вы его, возможно, скоро встретите. Мы сейчас рассматриваем прогноз на 3 месяца. Значит, в ближайшие 3 месяца у вас есть все шансы встретить нужного вам человека, именно того, с которым вам будет, которого вы будете рассматривать как своего партнера, да, с которым у вас будет что-то связывать. Давайте теперь рассмотрим вариант, если эти 3 месяца вы не будете строить отношения с загаданным вам человеком, либо с человеком, который вот в данном случае, получается, вы встретите. Рассмотрим 3 карты. Так, значит, 1, 2, 3. Как будут развиваться ваши отношения? Если вы будете все-таки строить отношения, то можно сказать, что, конечно, в ваших отношениях будет какая-то доля разочарования, что-то, какие-то моменты вам будут не нравиться, скорее всего. Вы будете чувствовать себя, вы будете много размышлять над этими отношениями. Есть вероятность того, что вы будете слишком много анализировать. Возможно, поэтому вы, знаете, когда слишком хорошо включаешь голову, то потом, как говорится, горе от ума, да, сами себя накручиваете. То есть здесь вот тоже может быть какое-то разочарование, которое, скорее всего, из-за того, что вы сами себя накрутили, сами себе какие-то ситуации как бы напрогнозировали, сами придумали, как это все будет развиваться, как оно будет идти, и вот сами сидите потом и думаете, а что мне теперь с этим всем делать. Но в любом случае, значит, в течение 3 месяцев вы получите какие-то очень благоприятные известия относительно вот загаданного вами человека. И, возможно, вы будете с ним много общаться, возможно, вы будете с ним как-то постоянно обмениваться какой-то информацией, которую вы будете постоянно пытаться анализировать, которая вам будет нравиться или не нравиться, но в любом случае это общение будет приносить вам радость. Теперь рассмотрим ситуацию, если вы решите не вступать во взаимоотношения с этим человеком. Что будет происходить? Интересная ситуация, да? С одной стороны, вам будет, как бы вы будете себя чувствовать каким-то обделенным, как будто вы чего-то лишились, как будто что-то вам не додали, вам будет плохо поначалу. Но потом вы как-то втянетесь в какие-то другие отношения, либо, может быть, встретите еще кого-то, но, конечно, уже не такого уровня. Ну, то есть здесь есть вероятность, если вы не вступите в отношения с этим человеком, то есть вероятность того, что вы встретите какого-то другого человека. Но отношения совсем другого уровня. Здесь отношения такие вот именно более теплые, более такое взаимопонимание более тонкое на уровне сердца.
как любовный партнер, я бы сказала. Здесь отношения больше расчетливые. Отношения, может быть, даже с супругом. Может, для кого-то этот вариант проиграется как отношения с супругом. Может быть, вы не свободны, поэтому вы и выбрали. Есть такой вариант, да, что эти отношения вы с загаданным человеком прекратите, не будете развивать именно из-за того, что у вас есть законный супруг или законная супруга. Либо, ну да, мы рассматриваем с вашей стороны, как будут развиваться отношения. То есть, скорее всего, вот как-то так вы начнете думать. Да? Но в любом случае период закончится тем, что вы выиграете от этой ситуации. То есть что-то, возможно, вы обрадуетесь, что не вступили в отношения, потому что это бы для тех, для кого актуально, есть, кто находится в паре, да, то есть что вы что-то новое все равно в любом случае вынесете из этой ситуации. Да. Что советует оракул? На что обратить внимание? Постараться не терять свою силу, все-таки опираться на мудрость, опираться на какой-то здравый смысл, не терять самообладание, не терять голову, не терять вот какого-то как бы веру в то, что вы сильный и совсем справитесь. Такое ощущение от этого расклада, что его рассматривает человек, это как ситуация треугольника, да, то есть у него, в принципе, как бы, скорее всего, есть какие-то отношения, но он встретил еще кого-то, который ему показался более привлекательным. Будучи с этим человеком в отношениях, велика вероятность разочарования в каких-то определенных вопросах. Но если он с этим новым человеком не вступить в отношения, то, скорее всего, что-то вы в этом приобретете для себя, какой-то плюс. Хотя вам будет казаться, что вы чего-то себя лишили, да, какую-то обделенность, но тем не менее вы ощутите, что все-таки как-то вы выиграли, что-то хорошее из этой ситуации вы для себя вынесете, и какая-то судьба вам подарит подарок, все-таки что-то будет положительное в этой ситуации. Интересный такой вариант у нас вышел сразу вот так вот. Хорошо, с вами была Элен, а мы рассматриваем следующий вариант. Итак, вариант номер 3. Что же сейчас происходит с вашей энергией? Ой, смотрите, как карты бегут. Что же сейчас происходит с вашей энергией на уровне партнерства? Именно в вопросах партнерства. Насколько вы настроены на взаимоотношения сейчас? Насколько вы, может быть, не настроены на взаимоотношения сейчас? Вот первая карта нам расскажет именно на настрое, на отношения. Так. Выпала очень хорошая карта, которая говорит о том, что все блага сейчас сыпятся на вашу голову. Вселенная посылает вам кучу подарков, кучу шансов, кучу возможностей. Рок изобилия просто над вами разверзнись небеса, и вот все эти шансы, все эти удачные моменты, все это, как бы все дороги открываются. То есть очень для всех, кто выбрал цифру 3, очень удачный момент именно в сфере партнерства. Как вы этим воспользуетесь, конечно, вам решать, но оракул говорит о том, что сейчас для вас очень благоприятный период. Давайте рассмотрим вариант. Вы загадали на какого-то человека, я надеюсь, на какого-то человека, да, мужчина или женщина. Этот расклад могут смотреть и те, и другие. Значит, у вас есть человек, рассмотрим на период до 3 месяцев, как будут развиваться события с ним или без них. Без него, да, без этого человека. Значит, если вы решите развивать отношения с этим человеком, как будут развиваться события в течение 3 месяцев.
конечно, много фантазий, много мыслей, много, может быть, какого-то эгоизма, да, в отношениях. Вы как бы слишком большой акцент ставите на себе, тот, кто рассматривает этот расклад, тот, кто загадал этот расклад, да. Но в любом случае отношения теплые, отношения очень полны такой тонкой эмоциональной связи с партнером, полны именно такого очень интимного времяпрепровождения, желания быть вместе, желание иметь какой-то совместный быт, больше проводить времени с этим человеком, и это доставляет удовольствие, это доставляет радость. Хотя, конечно, поначалу очень много каких-то личных таких вот эгоистичных моментов из всей этой ситуации. Хорошо, если вы решите не вступать в отношения с загаданным человеком, как будут развиваться события в течение 3 месяцев? Мы рассмотрим на 3 картах. Вы знаете, если вы с загаданным человеком не вступите в отношения в течение этих 3 месяцев, то в любом случае вы встретите другого человека. То есть сейчас Вселенная этот, не этот. Интересный вариант у нас получился. Но выходит, что вы немножко как бы сконцентрируйтесь на своих делах, но в любом случае вам идет еще какой-то партнер, вы еще кого-то встретите, с которым вы будете чувствовать себя в безопасности, будете чувствовать себя очень благоприятно, очень тепло, вы почувствуете, что это ваш человек, то есть либо с этим, либо с другим, как бы, смотрите, как у нас тут получилось, карты те же самые практически, тут концентрация на себе, но здесь человек работает, тоже как бы концентрация на себе. Очень загадочный вариант. То есть, как бы, with you or without you, да, как в той песенке. Очень интересно. Ну, как вам решать, вот с кем вы почувствуете себя более удачно, либо вы вот с этим человеком, на которого вы загадали, вы как бы его уже знаете, да, мы изначально ставим такую программу на расклад, что вы знаете этого человека, как будут с ним развиваться отношения. И с ним получается, что вы друг друга знаете, вы уже, может быть, какое-то время общаетесь, причем общаетесь достаточно тесно, вот, и вам хорошо вместе. Но вместе с тем, если вы не, вдруг прекратите эти отношения, не захотите их развивать дальше, в любом случае вы познакомитесь еще с кем-то, с кем тоже как бы вам будет достаточно комфортно развивать отношения. Так что, скорее всего, тот треугольник конкретный. Да, высшие силы что-то как-то решили вас так это спровоцировать. Спровоцировать и посмотреть, что же будет. Давайте посмотрим совет оракула. Что же говорит нам оракул? На что обратить внимание, какой-то важный момент, на который все-таки нам желательно не упускать. Да, видите, какая карта, интересная карта, которая говорит о том, что сейчас вы не имеете возможности видеть полную картину того, что происходит. Да? Независимо от того, что вы решите, но в любом случае вы не видите все, что происходит, вы не знаете всего, что происходит. От вас, возможно, эта ситуация какая-то такая вот интересная, она будет развиваться. Мы рассматриваем период на 3 месяца, да? То есть, возможно, дальше как-то вот все главные события произойдут дальше. Дальше, да, дальше интересно. Угу. То есть что-то закрыто, что-то непонятно, что-то не видно, что-то пока для чего еще время не пришло, не созрел, момент еще не созрел. Что-то будет дальше в этой ситуации. Она остается открытой. По какому пути вы пойдете, что вы решите, вам решать. В любом случае, небеса вам как бы благоволят, и только от вас решать. Если вы счастливы с загаданным человеком, пожалуйста, у вас нормальные взаимоотношения, теплые, такие вот интимные, да, то есть вам хочется быть вместе, вам будет хорошо вместе, какой-то совместный быт, совместное какое-то времяпрепровождение. И здесь то же самое, с новым человеком.
Так это интересно, этот оракул сегодня нам повернулся. Ну, хорошо. Желаю вам удачи, желаю вам счастья, желаю вам разобраться в данной ситуации, как оно так могло повернуться. Вот поворачивается иногда. С вами была Элен. Смотрите мои другие видео, смотрите мои... Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть новые видео. Пишите свои комментарии, потому что это важно. Важно вот для всех тех, кто читает комментарии. Важно для вас, потому что вы тоже как бы вкладываетесь. Если вам понравился этот расклад, если вы хотите, допустим, заказать личный расклад, пожалуйста, обращайтесь. Если вы просто хотите отблагодарить меня за полученную информацию, то там под видео вы увидите, значит, реквизиты, куда можете скинуть пару копеек, за которые я вам буду очень благодарна, для того, чтобы я могла развивать этот канал и дальше, и таким образом понимая, что то, что я делаю, важно и интересно тем, кто это смотрит. Благодарю вас, а мы идем дальше. Итак, дорогие друзья, четвертый вариант гадания на тему «С ним или без него», «С ней или без нее». Этот прогноз, повторяю, будет рассматривать период до 3 месяцев. Как будет развиваться ситуация, да? Первая карта нам покажет, насколько вы готовы к отношениям, что сейчас вот в плане партнерства творится вот в вашей жизни, насколько вы открыты, насколько вы закрыты, насколько вы хотите, не хотите партнерских отношений. Смотрите, какая карта падает. Хорошо. Пусть так и будет. Вы готовы к партнерским отношениям. Возможно, у вас уже есть. Ну, раз вы загадали какой-то вариант, да, то, скорее всего, у вас уже есть какой-то человек, который на примете, на которого вы хотите рассмотреть это гадание. Карта говорит о том, что вы готовы к таким очень теплым отношениям, очень интимным отношениям. Вы готовы раскрыть свое сердце, вы готовы дарить этому человеку свое тепло, вы готовы проводить свое время с этим человеком, вы готовы как бы создавать уют с этим человеком, вы готовы идти на какие-то шаги для сближения, если вы сейчас еще не очень близки, либо наоборот, если вы уже какое-то время вот в этих отношениях, то вы готовы вкладываться в эти отношения. И вам комфортно с этим человеком. Вы понимаете друг друга на очень таком тонком уровне. Вы чувствуете этого человека, вы открыты ему. И как бы вы готовы развивать эти отношения, и они вам приносят радость. Да, то есть вы чувствуете себя в своей тарелке в этих отношениях, вы расслаблены, это то, что вам нужно, то, что вам нравится, то, где вам комфортно. Так, теперь рассмотрим 3 карты, как будут развиваться отношения, если вы будете развивать их с данным человеком. Мы рассмотрим 3 карты, да. Ну, могу сказать, что, возможно, получение какого-то негативного известия, что-то вы не совсем хорошее, не совсем положительное, не совсем то, чего вы ожидали. Вы услышите, узнаете, что-то вам сообщат. И, конечно же, это испортит вот те интимные отношения, если они у вас уже есть. Те вот интимные, я имею в виду не обязательно вот в физическом плане, интимные в смысле вот какой-то такой внутренней связи с партнером. То есть до этого была какая-то вот между вами такая очень тонкая ниточка доверия, тепла, да, вот, и вдруг что-то может оборваться. Причем это может происходить из-за того, что вы сами раскрутите эту ситуацию, да, да, что-то вы узнаете о партнере, ну, конечно же, мы живые люди, что-то где-то до, во время, какой-то взгляд, может быть, не в сторону, которую вы просто для себя это неправильно истолкуете. То есть тут такая, я вижу такую ситуацию, что вы просто неправильно истолкуете то, что вы услышите, узнаете о данном человеке. И
конечно, это может сильно осложнить ваши отношения. Вы начнете думать, а нужно ли мне это, а так ли это, а тот ли это человек, да. И возможно, что вы даже как-то захотите порвать эти отношения, по крайней мере, поставить их на паузу и, может быть, куда-то, может быть, вам придется куда-то уехать, и вы расстанетесь с этим. Может быть, это и есть известие, что вы расстанетесь из-за того, что вам нужно куда-то уехать. И как бы вы хотите быть с этим, в отношениях с этим человеком, но у вас не будет такой возможности, именно физически. И вас это будет сильно расстраивать. Вот тут что-то такое. Либо вы настолько не сможете примириться с этим, с этой информацией, которую вы узнаете, что вы сами решите вот на некоторое время отстраниться, как бы. Хорошо, давайте посмотрим ситуацию. Если вы не будете, вот изначально решите не развивать отношения с этим человеком на 3 месяца. Мы рассматриваем прогноз, как бы, да? 3 карты. Что у нас здесь получается? Здесь получается, что вы будете, что поначалу вам будет нравиться какое-то очень такое активное, в любом случае будет общение. Потом вы сильно задумаетесь над ситуацией, а нужно вам оно, не нужно вам оно, а что я чувствую, а чего я хочу. Вот такие вопросы, скорее всего, будут возникать. И в любом случае вы будете решать. Вы попытаетесь найти либо золотую середину, либо вы попытаетесь все-таки поставить все точки над «и». Вы попытаетесь разобраться в этих отношениях, проанализировать их. Данная карта еще может говорить о сборе информации. Возможно, вы захотите узнать что-то от друзей, как-то вот будете, вы как бы решите не вступать в отношения с этим человеком, не развивать партнерские отношения с ним, но в то же время вы будете постоянно интересоваться его жизнью, постоянно быть в курсе его событий, в то же время общаться с другими людьми через социальные сети, скорее всего, потому что сейчас уже, конечно, традиционные письма уходят в прошлое, да. Да, то есть вот такая ситуация здесь. Но в любом случае вы будете решать, вы будете думать, вы попытаетесь найти для себя какой-то оптимальный вариант, потому что вы для себя что-то захотите прояснить в этой ситуации. Совет оракула. Что вообще по этой ситуации, либо да, либо нет, неважно, что советует оракул, на что обратить внимание именно вам, тем, кто выбрал цифру 4. Ну, то, что такой период какого-то ожидания, честно говоря. Немножко застоя в делах, немножко застоя вот в сфере взаимоотношений, хотя вы как бы настроены на взаимоотношения, но как бы такого резкого, как бы, в принципе, нужно подождать. Карта советует, это карта вообще надежды, и она советует подождать. Возможно, она советует не рубить с плеча, чтобы каждое ваше решение, либо первого, либо второго варианта, в любом случае, оно было продуманное, оно было именно как бы соответствовало вашим желаниям. Действительно, вы должны хорошо обо всем продумать, все взвесить, не спешить. И, возможно, в ближайшем будущем, то есть мы рассматриваем 3 месяца, да, вот по истечении 3 месяцев, возможно, что-то прояснится, что-то новое вы узнаете, что-то произойдет очень благоприятное, что каким-то образом сдвинет в любом случае вашу ситуацию вот с той точки, на которой она находится. Вот так вот, как решать, что решать, быть с этим партнером, не быть с этим партнером, решайте вы сами. Но в любом случае карта совета говорит о том, что бы ни происходило, все к лучшему. Потому что через 3 месяца, возможно, что-то новое придет в вашу жизнь, какая-то либо новая информация, либо что-то очень важное произойдет. Но пока что вот ситуация висит так. Вот так вот. Ну что, желаю вам удачи, желаю вам, чтобы вы приняли правильное решение. В любом случае, это ваша жизнь. Мы здесь рассмотрели варианты, как оно может развиваться.
как нам показывают как бы высшие силы через данный оракул и через меня, естественно. Я только интерпретирую знаки оракула. Ну что ж, с вами была Элен. Смотрите мои другие видео на моем канале. Можете ставить палец вверх, если вам все понравилось. Пишите свои комментарии. Также в описании к данному видео я оставила мои реквизиты. Если кто-то хочет меня поблагодарить за полученную информацию, можете скинуть как бы вот финансовые средства на развитие данного канала, чтобы я поняла, что это интересно, это нужно и это полезно. Желаю вам удачи, желаю вам счастья. Ну все, пока-пока.